Друзья, привет! В этом ролике покажу один из своих вариантов стрижки боб-каре на ножке. Прошу заранее подписываться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Стрижку начинаю с нижнего затылочного блока, его я отделила чуть ниже затылочных бугров. Простригать буду в диагональных, практически вертикальных проборах, в боковой секции нижнего затылка вдоль краевой, параллельно ей выделяю первую контрольную прядь и простригаю ее на желаемую длину. Срез и оттяжка волос параллельно пробору. Сначала простригаю левую часть затылка. Каждую новую прядь я подтягиваю к предыдущей, срезанной. Дохожу до середины и далее приступаю к стрижке правой секции нижнего затылка. После этого я формирую окантовку. Следующим шагом будет стрижка среднего и верхнего затылочных блоков. Я выделяю среднюю секцию затылка, выделяю пряди, с которых начну стричь. Первая прядь волос будет контрольной. Выделяю ее диагональным, практически горизонтальным пробором, оттягиваю ее к последней срезанной пряди с нижнего затылочного блока и срезаю ее на таком же уровне. Далее поэтапно, параллельно первой контрольной, я выделяю следующие пряди, где каждая простриженная прядь будет являться контрольной для новой. Таким образом я буду стричь весь средний затылочный блок. Начиная с верхнего затылка, я все пряди буду подтягивать к последней простриженной пряди со средней секции затылка. На схеме она выделена красным цветом. Стрелочки указывают, куда нужно оттягивать волосы. Все главные проборы и контрольные пряди на схеме указаны красным цветом. Черными линиями указаны основные волосы, которые мы простригаем между контрольными прядями. Пряди волос стараюсь выбирать не толще 1 см, для того, чтобы мне были видны ранее простриженные волосы. Здесь я уже стригу верхний затылочный блок. Все волосы оттягиваю к последней пряди со среднего затылка. Таким образом у меня накапливается масса волос в зоне макушки. Формируется красивая линия перехода на удлинение к верхнему затылку. У моей модели волосы прямые, жесткие и торчащие. В нижнем затылочном блоке после стрижки все волоски встали дыбом, поэтому после сушки волос нижний затылочный блок я буду тщательно дорабатывать. Шлифовать машинкой перехода дополнительно проработаю проблемную зону филировочными ножницами. Срез волос у меня параллелен пробору, но все равно формируется прямая линия. Далее, чтобы подчеркнуть форму каре, я дополнительно корректирую квадрат на боковых секциях затылка. Диагональными проборами вдоль краевой я простригаю все волосы на боковых зонах. Таким образом, стрижка будет смотреться более геометрической и легкой. То же самое делаю с другой стороны. Срезаю волосы параллельно пробору. В данном случае каждую новую прядь можно подтягивать к ранее срезанной. Но так как я хочу сохранить плотность и длину волос на боковых секциях, то я все волосы подтягиваю к первой контрольной. Далее я приступаю к созданию слоев. Слои – это хорошо, они добавляют объем и легкость. Слои можно создавать даже на тонких и негустых волосах. Вдоль центрально-вертикального пробора в среднем и верхнем затылочных блоках я выделяю контрольную прядь и простригаю ее параллельно пробору. То есть оттяжка волос получается по форме головы. Каждую последующую прядь вертикальными проборами я подтягиваю к предыдущей. Я двигаюсь от центра влево, затем от центра вправо. Новые выделенные пряди не должны быть толстыми, чтобы не потерять контрольный срез. Здесь я буду приступать к стрижке височных зон. Над ухом горизонтальным пробором выделяю первую контрольную прядь и срезаю ее по уровню ранее простриженных волос за ухом. На волосах над ухом я снимаю натяжение, слегка постучав обушком расчески, придавливая волосы кожей головы. Это нужно для того, чтобы волосы в свободном падении выглядели ровными.
Ушные раковины у всех разные, они приподнимают волоски. Этот момент всегда нужно учитывать при построении четких геометрических форм. Каждую новую выделенную прядь я продлеваю до затылочного блока, захватывая волосы и простригая их. Срез волос у меня параллелен пробору, на каждом захвате волос пальцами. То есть выделенная прядь, так как я захожу на затылок, у меня получается широкая, и я ее захватываю поэтапно. Поэтому в каждой части затылка и височных зон у меня срез параллелен пробору. Все верхние волосы я подтягиваю к ранее простриженным волосам снизу и формирую четкую линию. После того, как я простригла, я обязательно прочесываю все волосы и перепроверяю. Далее я создаю слои во фронтально-теменной зоне. Вдоль центрально-вертикального пробора я выделяю контрольную прядь. В моем случае я ее простригаю с учетом челки. Я все волосы оттягиваю наверх и простригаю по заданной линии. Здесь я захожу на зону макушки и закругляю, продолжаю форму, но это делать не обязательно. Если у клиентки плоская форма макушки, тогда просто можно оттянуть все волосы наверх, не создавая закругления к затылку. Все волосы с височных зон я также оттягиваю наверх и срезаю те волосы, которые срезаются, которые дотягиваются до среза. Своей клиентке я решила сделать слегка асимметричную челку. Треугольник выделила в центре, не ориентируясь на пробор, так как созданные сверху слои предполагают любой вариант укладки. То есть это не помешает выделять пробор как слева, так и справа. То есть волосы, которые прострижены сверху, даже если упадут на лицо, они никаким образом не повлияют на саму форму челки. Асимметрию начала с прядки волос над наивысшей точкой брови. Я ее пометила срезом в свободном падении. И далее от нее простригла волосы по диагонали влево и вправо. То есть создала треугольную окантовку, где вершина треугольника находится под изгибом брови. После того, как я создала основную линию челки, я приступила к ее облегчению. Для этого вертикальными проборами я выделяла пряди и подтягивала к самой первой помеченной пряди, та, что над наивысшей точкой брови. Здесь я дорабатываю нижний затылочный блок шлифовкой машинкой, прохожусь по всей форме стрижки, и вот такой результат у меня получился. Друзья, спасибо, что были со мной и посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам было полезно. Пишите в комментариях, какие стрижки вы бы еще хотели увидеть на моем канале. А также не забывайте на него подписываться, чтобы не пропускать выход новых видео. Благодарю за уделенное время и всем удачи!